Женщина сначала рождает себя, а потом все остальное, отношения, смыслы, детей. Хорошая Лена существует? А не стыдно ли это то, что я сейчас подумала? Глупость говорить, чтобы им помогала, даже от глупости. У меня бы был гарем мужской. Только никому не рассказывай. Ой, сбалансированная Лена, которая ни на тех, ни на других сторон не обращает внимания, ей просто классно с собой, она идет ходить на свою ходьбу, слушать свои книги. Или инкубирует дома и набирается энергии, когда устала от людей. Полетят помидоры, значит классная. Люди, снимите маски, верьте, иных не судят. Люди, снимите маски. Жизни другой не будет. Люди, снимите маски. Боль больше не повторится. Люди, снимите маски. У счастья другие лица. Висок — это про вторую мужскую, женскую, да, составляющую меня, то есть как на каждом из нас. Вот такая игра. Тут подлиннее, и тут так. А тут вот так раз очень обнаженно. То есть такой мой задор, моя игра с жизнью. Игра вот то, что будни превращает в сказку. Мы. У меня был 3 года период застоя. Перестала доверять, наверное, своим внутренним словам. А тут они взяли и сказали, просто пиши. И даже причесывать почти не надо, то, что получилось. Обычно просыпаешься, и в голове слова крутятся. Ты их или забываешь, или записываешь. Писала в блокноте, ручкой, чернильной, прошу заметить. Я собой горжусь, когда прочитаю на публике, если не полетят помидоры, значит классная. И вот из недавнего, что меня впечатлило, я ехала в такси с человеком, трасса, темно, водитель, и он мне говорит, я сидел в тюрьме за убийство. Я приехала домой, я не могла успокоиться, пока я не написала. Я писала рассказ о том, как вот это все произошло. Стихи я пишу, я не могу сказать, что о чем-то конкретном. Я могу про люстру написать, могу написать про любовь к жизни, про море. Много пишу про море, писала, по крайней мере. Любая Лена хорошая. Хорошая Лена рано встает, идет на работу. Плохая Лена, та, которая злится, матерится, там, ненавидит людей, хочет взорвать всех. Но при этом я их люблю. Вот такая хорошая Лена, она в такой амбивалентности с плохой. Ой, сбалансированная Лена, которая ни на тех, ни на других сторон не обращает внимания, ей просто классно с собой, она идет ходить на свою ходьбу, слушать свои книги, ей просто море по колено. Или инкубирует дома и набирается энергии, когда устала от людей. И я все еще создаю себя, да, женщина сначала рождает себя, а потом все остальное, отношения, смыслы, детей, дома, машины, семьи. Я себя выпустила, я не только себя выпустила, я себя еще и вывезла. И ты вот идешь, и вот этот свежевзъерошенный песок, он как будто бархатной тканью обнимает твои ноги. Это запах моря, от которого пахнет арбузом. Это запах корисы, слива. Это люди, потрясающие совершенно, которые здесь, не знаю, какое-то чувство дома. Вот переезжать в известном фильме, девочка все время с фикусом переезжала. Это я, конечно, за комфорт и за эстетику, мне важно видеть вот эту перспективу. Это просто самый лучший подарок Кипра, который мог быть. Но я еще хожу на крышу, оттуда с той перспективы смотреть, и отсюда, и снизу. То есть я никак не могу насмотреться. Поэтому это самый главный такой мой фикус. Я бы не согласилась вернуться жить в коробочке с утра до вечера работать, и у меня аж тело сжимается сейчас. Мне очень важно быть частью вот этого чего-то такого интересного, целого. Я вот размораживаю сейчас свою музу благодаря всем людям, которые в поле. Я не могу энергетически дотянуться где-то до их уровня, то есть, но мне прям в кайф. Кто-то там, не знаю, переплыл, перебежал, забрался, оседлал. Классно, когда есть чем еще увлечься. Ты знаешь, есть какие-то вещи,
вещи, которые я думаю, что это глупо или как-то неуместно. Но в силу профессии мне говорить приходилось об очень интимных вещах много. На публику. Вроде нормально. Вскрытие покажет. Брать это как безусловное состояние. Брать это как ресурс, как источник информации, как ну вот у меня так, да, вот, а у вас не так, ой, извините, ну мир же многообразен, и классно то, что ты считываешь, а вот ты не считывала, а потом сказала, меня сглазили. Ты понимаешь, ты эмпат, ты просто очень чувствуешь по-другому. Мне нужно много воды для того, чтобы восстановиться, то есть мне нужно море, мне нужно двигаться, ходить, или мне нужно лежать, принимать ванну, массаж, телесные практики, обнимашки, секс. Хорошие люди, или никого вообще, или вот даже без всего вот этого просто. Очень легко сформировать, если начать о нем думать. Вот если я начинаю думать, а не стыдно ли это то, что я сейчас подумала? Вот когда я начинаю привлекать в эту свою игру какие-то мнения, то, конечно, становится стыдно очень быстро. Ну, опять же, да, имеет место быть, имеет право налево. Это, наверное, когда мне хорошо в моменте, и это любовь. Это чувство радости, единства, желание быть рядом, когда ломается представление от инаковости другого, да, мыслится, чувствуется в душе моей, телу и энергии, всем хорошо. Для меня это гармония по горизонтали и по вертикали. Это когда тебе хорошо ментально, внутри, душевно, телесно. Вот это оргазм души. Невозможно вычленить одно от другого. Тело пищевое, тело энергетическое, тело ментальное. Сказать, что это рефлекс, наверное, можно. Ну зачем? Давай не упрощать. И как говорит мой парикмахер, я его прямо сейчас процитирую, что если каждой девочке в 16 лет будут давать 1 000 000 евро, у нас не будет в мире ни одной войны. И это мне очень нравится идея, потому что довольная женщина будет выбирать по душе. Я очень хочу, чтобы люди были счастливы, правда. И пусть это счастье у каждого свое, и исполнятся их желания, мечты. Вот эти такие классные, счастливые, безопасные люди смогут жить, поймать это чувство счастья и в нем сохраниться, и не создавать себе новые какие-то причины для того, чтобы не быть счастливым. Ощущение того, что мне можно, решает очень многое. И я вот вам хочу сказать, вам можно. Вам прям очень многое можно.